В Израиле уже закат. Привет всем. Видите, как красиво над Ливанскими горами зашло солнце. А там Галилейское озеро почти не видно. У меня вопрос ко всем, кто смотрит мой канал. Смотрите, в Захарии 2.8 написано, что Господь говорит, называет фактически Израиль, еврейский народ, зеницем ока своего. И те, кто касаются израильского народа, те касаются зеницы Божьего ока. То есть там в одном стихе содержится фактически предупреждение строжайшее, что те, кто пытаются сделать что-то с Израилем, будут делать это по отношению к Богу. И если вы знаете немножко историю, античную историю, и не очень античную, то вы наверняка, читая пророка Даниила, видите, как Навуходоносор во 2 главе Даниила видит видение истукана, состоящего из разных металлов, и в конце у него ниже колен, голени и ступни, они сделаны из смеси железа с глиной, как это все рушится, потому что камень, оторвавшийся от горы, без содействия рук человеческих, ударяет в этого истукана, и он рассыпается на молекулы. Вот. Вопрос. Истолкование этого видение дает Навуходоносор Даниил, объясняя, что это империи, которые будут после Вавилона, и что с ними будет в конце. И камень — это Христос, который разрушает этого истукана, то есть систему мировой цивилизации. Мы при этом знаем, что Господь вернется в Иерусалим. То есть этот камень, разрушающий истукана человеческой цивилизации, возвращается в Иерусалим, воцаряется над 12 коленами Израиля. Скажите тогда, если вы читаете 2-й Псалом, что он значит, когда весь мир соберется против Израиля, и что будет со всем миром тогда?